Друзья, привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня я вам предлагаю приготовить очень интересный и вкусный десерт. Это будет тарт с ревнем. Это моя версия рецепта французского шеф-повара Алана Пассара, но также в этом рецепте вы узнаете и его вариацию, как приготовить этот десерт. Ну что ж, пойдемте на кухню и давайте готовить вместе. Полный список ингредиентов, как обычно, вы найдете в описании под видео. Для начала приготовим тесто-основу для тарта. Я буду делать мой любимый вариант песочного теста. Для этого нам понадобится 150 грамм муки пшеничной и 150 грамм сливочного масла. Масло должно быть хорошо охлажденное и обязательно хорошего качества, 82,5% жирности. Его нужно будет нарубить ножом или вот таким строительным инструментом скребком, который давно у меня уже прижился на кухне. Масло перемешивайте с мукой и продолжайте рубить на более мелкие кусочки. Обычно на этот процесс уходит 1-2 минуты. У вас должна получиться вот такая крошка. Кстати, металлическая чаша сохраняет прохладность масла, поэтому очень удобно именно с этим тестом работать. Нужно будет также добавить небольшое количество холодной ледяной воды, примерно 20-30 грамм, в зависимости от структуры вашего теста. Воду всегда добавляйте по чуть-чуть, затем перемешивайте и анализируйте, насколько тесто собирается в шар. На данный момент больше воды я добавлять не буду, этого количества было вполне достаточно. Собираем тесто со стенок и формируем его в шар. Постарайтесь как можно меньше дотрагиваться до теста руками. Все процессы делайте очень быстро, чтобы масло не таяло. Перекладываем тесто в чистый полиэтиленовый пакет и вот такими похлопывающими движениями немного его уплотняем. Затем тесто нам нужно будет охладить. Для этого вы можете положить его в морозилку на 30 минут, либо в холодильник на 1-2 часа, либо же заранее его приготовить и оставить в холодильнике на ночь. Также нам понадобится форма для выпечки. У меня форма 35 сантиметров. Отрежьте пекарную бумагу чуть больше размером, чем ваша форма. На ней мы будем раскатывать тесто и также выпекать его, поэтому присыпьте ее обильно пшеничной мукой. Затем достаньте из холодильника полностью охлажденное тесто. Обработайте тесто с двух сторон большим количеством пшеничной муки. Мы это делаем для того, чтобы тесто при раскатывании не прилипало. На данный момент тесто довольно твердое, поэтому его трудно раскатать обычным движением. Поэтому для начала сделайте вот такие постукивающие движения в разные стороны, и затем будет намного легче раскатывать тесто. Теперь можно аккуратно перевернуть тесто, обязательно добавьте муки и раскатываем равномерно тесто от центра к краям. Кстати, если вернуться к исходному рецепту Алана Пассара, то тесто он предлагает брать слоеное. Поэтому, если вы любите работать со слоеным тестом и вообще слоеное тесто, то за базовую основу для этого тарта можно использовать слоеное тесто. Не переживайте, если тесто у вас не везде по краю ровное, или если есть вот такого варианта дырочки. Их всегда можно заклеить кусочком теста без каких-либо проблем.
Затем пройдитесь по этому участку скалкой, и тесто прекрасно склеивается. Как вы видели до этого, я померила форму под размер теста. Тесто было недостаточно большим, поэтому я еще немного раскатала. Именно это тесто я люблю раскатывать очень тонко. Мне нравится его слоистая хрустящая структура, и я люблю, когда много начинки и меньше теста. Но если вы любите, когда тесто побольше в тартах и в кишах, можете просто раскатать его потолще. Как вы видите, выравнивая тесто, я сделала уже несколько заплаток, поэтому не волнуйтесь, если у вас с первого раза не получилась идеальной круглой формы. У меня тоже это не всегда получается, в зависимости от того, какой у вас был базовый кусочек и как вы раскатывали в какие стороны. Но все всегда можно исправить, поправить на любом этапе приготовления. Как вы заметили, когда мы работаем на пергаментной бумаге, тесто очень легко перекладывать в форму непосредственно с бумагой. Затем возьмите кухонные ножницы и вот таким образом срежьте лишний край теста вместе с пергаментной бумагой. Лишнее тесто всегда вы также можете использовать для украшения сверху, допустим, для оформления края, который недостаточно ровный, либо же вы можете отдельно завернуть в него фрукты или овощи и запечь одновременно с тартом. Я немного скорректирую края, которые недостаточно ровные, вот здесь, например. При выпечке это будет абсолютно незаметно, поэтому край будет очень ровный и красивый. Укрепляю еще одну часть бортика. Форма основа для тарта готова. Оставшиеся кусочки теста используйте для маленькой выпечки. Затем накалите дно вилкой. Теперь тесто накрываем пленкой или перекладываем в пакет и отправляем в холодильник на 1 час или на 30 минут в морозилку. За это время давайте подготовим начинку. Для такой формы, как у меня, 35 сантиметров, нам потребуется около 1 килограмма ревня, а точнее я использовала 930 грамм. Нам его, конечно, нужно помыть и обязательно обсушить. Хороший сочный ревень всегда дает очень много сока, поэтому обязательно лишнюю воду нам нужно удалить. И также нам нужно будет почистить ревень вот таким образом. Во французской кухне существует большое количество рецептов десертов и сладкого именно с ревнем. Я тоже его очень люблю. Блюда с ревнем получаются с очень интересной пикантной кислинкой и неповторимым вкусом. Если стебли ревня будут длинные, это очень хорошо, это идеально для этого тарта. Но с короткими также можно будет сделать этот тарт. Затем каждый из очищенных стеблев ревня нужно будет надрезать вот таким образом. Делаем неглубокие надрезы с выпуклой стороны стебля ревня примерно через 1 либо 1,5 сантиметра. Режьте аккуратно, чтобы полностью не прорезать стебель ревня, чтобы он оставался длинной палочкой. Мы это делаем для того, чтобы стебли ревня можно было красиво сгибать в круглую форму. Даже если вы начали резать ревень и в какой-то момент у вас отрезался кусочек,
вот таким образом. Оставляйте его, потому что дальше мы сможем также его использовать для тарта. Посмотрите теперь, как эластично он сгибается. Таким образом нарезаем весь ревень. Тесто у нас полностью охладилось. Теперь время выкладывать начинку. В этот момент ваша духовка должна быть уже предварительно разогрета на 180 или 200 градусов. Посыпаем обильно дно тростниковым сахаром. В этом рецепте не бойтесь использовать сахар, потому что ревень всегда очень кислый, и сахар здесь просто необходим, иначе ваш десерт будет слишком кислый. Затем по кругу стык в стык выкладывайте ревень. Постарайтесь начать с самых больших кусочков ревня и дальше уходить в более маленькие. В конечном итоге тарт получится как будто бы со спиралью из ревня. Очень красиво. Просто понаблюдайте за процессом закручивания ревня в спирали. Это прям как отдельная медитация. Спираль готова, очень красиво получилось. Теперь сверху посыпьте также обильно тростниковым сахаром. Затем сверху добавьте небольшое количество стружки из сливочного масла. Алан Пасар в своем рецепте использует слабосоленое масло. Вы можете использовать любое масло, которое вам нравится. Пробуйте и экспериментируйте. Затем я подгибаю край немного вовнутрь, чтобы он лучше держал форму. Наш потрясающий тарт с ревнем готов к выпечке. Выпекаем его в предварительно разогретой духовке на 180 или 200 градусов на нижнем ярусе в течение от 40 до 50 минут. Смотрите, как будет золотиться тесто. Посмотрите, какой там вулкан. Наш тарт готов. Посмотрите, как он красиво пышет, шкварчит, бурлит. Невероятная красота и аромат. Дайте ему остыть в течение 5 минут и затем обязательно снимите его с формы и оставьте на решетке остывать до полного охлаждения. Это нужно для того, чтобы структура теста оставалась слоистой и хрустящей. Полностью охлажденный тарт можно присыпать сверху сахарной пудрой. Хотя и без нее он очень красивый и привлекательный. Вы его можете подавать шариком сливочного ванильного мороженого, либо с кусочками фруктов, допустим, таких как клубника, потому что она идеально сочетается с ревнем. Давайте отрежем кусочек и посмотрим, как он выглядит на срезе. Пока я резала, оторвался небольшой кусочек теста. Посмотрите, какое оно тонкое и слоистое. Оно, кстати, очень напоминает по структуре песочное слоеное тесто, если так можно назвать. Как вы видите, ревень стал очень мягкий и режется просто замечательно и прекрасно.
Надеюсь, этот рецепт вам понравится, и также все ваши друзья и близкие его полюбят. Приятного вам аппетита, друзья, и до новых встреч!